Сегодня в уже полюбившейся многими рубрике «С миру по нитке» я хочу познакомить вас с довольно интересной статьей, размещенной на сайте neboleем.net. Еда будущего – 7 новых видов пищевых продуктов. Ссылка на статью, как всегда, будет в описании к этому видео. Здравствуйте, мои хорошие! Численность человечества растет с каждым годом. К середине текущего столетия нас будет около 9 миллиардов. Проблема достаточного количества пищи становится все более острой, и ученые вынуждены активизировать исследования, посвященные созданию новых продуктов питания, несложных в выращивании и изготовлении, доступных по стоимости и имеющих достойные потребительские качества. Мы расскажем о еде, которая пока является экзотической, но вполне может стать привычной для наших внуков. Мясо из лаборатории. Несмотря на уверения вегетарианцев, большинство людей все же регулярно употребляют мясо. Дело не только в пищевых пристрастиях. Белки животного происхождения содержат вещества, без которых организм не может нормально работать и которые невозможно получить из других источников. Однако не стоит забывать о том, что производство мясных продуктов весьма затратно и вредно для экологии. Ученые утверждают, что изготовление искусственных аналогов мяса в разы снизит расходы энергии, эксплуатацию земельных ресурсов и выброс парниковых газов в атмосферу. Попытки производства синтетического мяса предпринимаются давно. За последние десятилетия удалось добиться прогресса в этой области. Американские ученые смогли получить продукт, аналогичный говядине, используя для его производства стволовые клетки. Технология еще довольно дорога и не совсем отлажена, так что доступные и качественные синтетические бифштексы появятся в широкой продаже не раньше 2030 года. Рыба от фермера. Для приморских стран рыболовство – основной способ получения пищевого белка. К сожалению, из-за многолетней промышленной добычи отдельные виды морских и речных обитателей находятся на грани уничтожения, и международные организации были вынуждены ввести строгие ограничения вылова рыбы. По мнению ученых, будущее этой отрасли связано с развитием рыбоводства, тем более что такой способ производства белка является гораздо более эффективным, чем выращивание крупного рогатого скота, и не связан с эксплуатацией обширных участков земли. Заменители рыбы. В последнее время активно проводятся эксперименты по производству синтетических аналогов рыбы и морепродуктов. Так, американские ученые сумели получить полноценное рыбное филе, внедрив клетки мышечной ткани золотых рыбок в сыворотку крови зародышей телят. Другое направление исследований связано с попытками синтеза мяса креветок на основе тканей морских водорослей. Есть все основания полагать, что рано или поздно искусственные морепродукты попадут на столы потребителей. Водоросли. Жители регионов, имеющих выход к океану, постоянно включают в свой рацион красные и сине-зеленые морские водоросли. Однако на сей раз речь пойдет не о них, а об их одноклеточных собратьях. Эти малютки неприхотливы и способны в рекордно короткие сроки производить продукт, богатый углеводами, белками и жирами, и вполне пригодный для питания человека. Кроме того, некоторые виды микроскопических морских водорослей содержат жирные кислоты омега-3, необходимые для укрепления нашего здоровья. Исследования возможности применения одноклеточных водорослей в пищевой промышленности ведутся в течение последних лет. Одна из американских фирм уже предложила покупателям муку с подобными добавками. Продукты из насекомых. Блюда из насекомых традиционны в азиатской и африканской кухне. В качестве продуктов питания популярны кузнечики, осы, пчелы, стрекозы, тарантулы, жуки, водяные и травяные клопы, а также личинки многих видов. Это неудивительно. Данная пища доступна и питательна, поскольку ткани насекомых богаты полноценным белком, в то время как иные виды белковой пищи, например, мясо скота, в указанных регионах стоят дорого. Европейских покупателей, не привыкших к подобной еде, придется постепенно приучать к продуктам из насекомых. В продаже уже появились макароны из муки с добавлением высушенных и измельченных кузнечиков. Разрабатываются проекты по созданию пищи с включением мучных червей в качестве источника недорогих жиров.
ГМО-продукты. Генетически модифицированные организмы, ГМО, теперь часть нашей жизни. Несмотря на возражения противников, картофель, соя, рапс, кукуруза и другие культуры, свойства которых были откорректированы с помощью направленного изменения генома, сегодня активно используются при производстве пищевых продуктов. Это происходит не только потому, что ГМО растения урожайнее, дешевле и качественнее своих традиционных аналогов. Значительную роль в широком распространении генно-модифицированных продуктов сыграл тот факт, что вред для здоровья, который они якобы наносят, так и не был обнаружен. В ближайшем будущем на наших столах окажутся новые сорта фруктов, способных долго храниться без всякой обработки, а также мясо свиней, устойчивых к вирусным инфекциям. Пища, изготовленная на принтере. Создание предметов способом объемной печати скоро станет привычным для всех. Сейчас данный метод используется преимущественно для изготовления предметов из пластика. Заменив исходное сырье пищевыми смесями, на 3D-принтере можно печатать самые настоящие продукты питания. Особенно привлекает в этой идее то, что продукты можно готовить по мере необходимости, а значит, они всегда будут свежими. Кроме того, появится возможность регулировать консистенцию напечатанной еды таким образом, чтобы она была удобна для людей, испытывающих проблемы с жеванием и глотанием, пожилых, больных и так далее. Время, когда основным кухонным прибором станет 3D-принтер, уже не за горами. Природа создала нас не только всеядными, но и разумными. Это означает, что человечеству стоит поработать и над своими пищевыми привычками и правильным использованием ресурсов родной планеты. Если оно подойдет к проблеме грамотно, с опасениями по поводу наступления глобального голода можно будет смело проститься. Не болейте, подписывайтесь на наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где ежедневно выходит масса интересных новостей, посвященных здоровью человека и окружающему его мире. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Здоровья вам!